Здравствуйте, с вами Сергей Ли, и сегодня я начинаю новый цикл видео, но я надеюсь, что это будет цикл, а не одиночное видео, который будет посвящен творчеству Карлоса Кастанеды. И, что гораздо более важно, практическим выводам из его творчества, которые вы сможете использовать в своей жизни. Ну, если, конечно, захотите, потому что принцип это такая вещь, да, у каждого они свои. И все мы люди взрослые, поэтому вы вправе решать, какими принципами руководствоваться в своей жизни. Для тех, кто смотрит мои видео в первый раз, я коротко представлюсь. Меня зовут Сергей Ли. Я занимаюсь вещами, которые, ну, на первый взгляд, очень далеки вообще и от Кастанеды, и от различных духовных, мистических практик, с которыми его обычно связывают. То есть я занимаюсь тем, что преподаю систему упражнений, с помощью которой люди восстанавливают здоровье спины и суставов. Я врач-терапевт, рефлексотерапевт и инструктор по боевым искусствам и оздоровительным практикам. Для тех же, кто смотрит уже не в первый раз мои видео, я объясню, почему этот цикл видео был запланирован и почему я его снимаю. Дело в том, что я считаю Карлоса Кастанеды, несмотря на всю его такую неоднозначную известность, неоднозначную славу, потому что его обвиняют во всех смертных грехах, от популяризации наркотиков до организации секты и прочее 5-10. Так вот, я считаю, что Карлос Кастанеда это, ну, наверное, один из самых недооцененных и один из самых неправильно понятых мыслителей 20 века. И в его творчестве, в его книгах, которые, к счастью, сейчас широко доступны, можно найти, ну, я не знаю даже, как описать масштаб, бездну просто ценных идей, причем чрезвычайно прагматичных, чрезвычайно эффективных, и с помощью этих идей, естественно, изменять свою жизнь к лучшему. Теперь по поводу того, скажем так, какое отношение я имею к самому Карлосу Кастанеде. Ну, естественно, что никакого. Я не кастанедовец, я не нагвалист, я не занимаюсь, грубо говоря, вот практиками Карлоса Кастанеды так как их обычно практикуют. То есть я иду своей собственной дорогой. Просто так получилось, что вот на выбор направления, на способ движения книги Карлоса Кастанеды оказали огромное влияние. То есть и в своей практике я во многом ориентируюсь на его книги. Более того, вы удивитесь, особенно те, кто уже, скажем так, знаком с моим предыдущим творчеством, то есть это курсы, это оздоровительные там различные передачи, вебинары и прочее. То есть, ну, все, наверное, знают, что я вот обычно очень скептически отношусь ко всем там эзотерическим, духовным, энергетическим практикам и так далее. И как бы достаточно едко на их счет прохожусь. Почему это произошло? Да, все очень просто. Дело в том, что я в свое время очень долго варился в этой каше. То есть, ну, на первом курсе я вступил в кружок биоэнерготерапевтов, тогда это было модно, популярно. И 4 года я очень серьезно, с полным погружением занимался различными там энергопрактиками и так далее. Причем не просто, да, там я их изучал, я этим деньги зарабатывал. То есть и с первого курса медицинского института, да, еще до того, как я начал там непосредственно, меня подпустили к первому пациенту в стационаре, я уже там снимал порчи с глаза, выводил камни из почек и так далее и тому подобное. То есть сначала под руководством моего сенсея, потом самостоятельно, то есть в частном порядке и так далее и тому подобное. Соответственно, я со всеми категориями граждан, которые в этой тусовке крутятся, да, то есть мистики, оккультисты, маги, чернокнижники, йоги и так далее, я поварился. То есть с этими категориями граждан я знаком. После этого я, скажем так, отдав 4 года жизни биоэнергетике, я немножко в ней разочаровался, потому что, ну, к тому времени я уже работал в стационаре, да, в качестве сначала студента-медика, да, потом врача-интерна. И, соответственно, я начал понимать, что
как бы лечение людей это штука достаточно серьезная, и тут с этими биоэнергетическими замашками лучше не подходить, да, пока не исчерпаны возможности лекарственной терапии. Но мой путь не закончился на этом, то есть сначала я изучал психотерапию, то есть там, опять же, кружок психотерапевтов под руководством действующего психотерапевта, мы изучали НЛП, метамоделирование, самостоятельно я изучал там классический гипноз и так далее и тому подобное. Потом пошел черед дыхательных практик, шаманских практик и так далее и тому подобное. То есть много чего, и я с большим удовольствием вспоминаю этот период своей жизни. Почему? Потому что было очень интересно. Но когда меня спрашивают: Сергей, вот ты так скептично относишься там, к энергопрактикам, когда ты там относишься там, к биоэнергетическому лечению, там, к различным мистическим озарениям, ну, как бы, почему? Я говорю, ну, потому что я варился в этой каше, и, в принципе, вот все, что там, большинство вещей, которые там люди вот с таким придыханием выдают, что вот, я говорю, да там ничего сложного нет. То есть вот тому же биоэнергетическому лечению я могу научить за 10 минут. Ничего сложного нет. Другое дело то, что и там есть нюансы. Так вот, возвращаясь к Карлосу Кастанеде. Я планирую построить, скажем так, вот сегодня конкретно мы о чем будем говорить и о чем мы будем говорить в последующих видео. Я хочу строить свое выступление по следующему принципу. То есть мы берем какой-то нюанс, описанный в книгах Карлоса Кастанеды, какую-то концепцию. Затем я ее перевожу на язык понятный, ну, в первую очередь мне и, соответственно, вам. Если вы, ну, никак там еще не сталкивались с Карлосом Кастанедой и не знаете ничего об этом. Затем мы делаем из этого практический вывод, то есть я объясняю, показываю, как эту концепцию вы можете использовать и какие результаты вы можете с этого получить. Естественно, сразу, да, потому что у Карлоса Кастанеды огромная фан-база, огромное количество людей, которые практикуют его систему, которые понимают по-своему его книги, да, их мнение, скорее всего, будет отлично от моего, то есть они будут иметь другую точку зрения. Но я здесь даю не Карлоса Кастанеды. Почему? Потому что если хотите ознакомиться с его творчеством, открывайте его книги и читайте. Да? Я даю то, что я отработал. То есть то, что моей конкретно практикой, оно подтверждается. И, соответственно, ну, я думаю, в этом ценность моих видео, то есть не в каком-то глубоком анализе, да, а в том, что я даю именно только то, что конкретно у меня работает. Если какие-то практики я не делал или не делаю, да, из того же Кастанеды, то я об этом буду прямо говорить. Если я что-то делал, да, но делал там, изменив по-своему, я опять же буду об этом говорить. То есть я не подмазываюсь там практикам Кастанеды, я не подмазываюсь самому Кастанеде. Я просто хочу привлечь как можно больше людей к его творчеству. Почему? Потому что я считаю, что это, ну, грубо говоря, величайшая ценность из тех, которые мне попадались. И чем больше людей с ним познакомятся, даже просто в режиме так почитал, для развлечения, тем лучше. Итак, для тех, кто, опять же, вообще в первый раз слышит, кто такой Карлос Кастанеда, ну, пара слов. Первое. Карлос Кастанеда — это американский антрополог, ученый, да, исходно, который написал серию книг, в которых он описывал свое обучение у индейца из племени Яки, которого звали Дон Хуан Матус. И вот он этот путь и процесс своего собственного обучения он описывал в этих книгах. Первая его книга, она вышла в 1968 году, когда прогрессивная молодежь всего мира усердно упарывалась всеми веществами, которые только могла найти. И когда в руки этой прогрессивной молодежи попали книги, вернее книга первая Карлоса Кастанеды, в которой он описывал, что как он упарывался мескалином и дурманом под руководством индейца, да, в целях каких-то духовных практик, это было воспринято на ура просто. Все, и книга практически моментально стала бестселлером, и после этого, в общем-то, финансовые проблемы
Карлоса Кастанеды закончились. Так вот, он был личность крайне известная, крайне популярная. Но что мы знаем о нем сейчас? Во-первых, мы даже не знаем, когда он точно родился и где он родился. Это первое. То есть фигурируют две даты. Одну озвучивал он сам, другую озвучивали вроде журналисты, которые пытались там что-то о нем найти. Во-вторых, мы практически не можем с точной уверенностью сказать, как он выглядел. Почему? Потому что в интернете есть всего две фотографии Карлоса Кастанеды. Причем одна из них точно подделка, вторая, ну, непонятно. Может быть, это и Карлос Кастанеда, может быть, нет. В-третьих, мы плюс-минус знаем, что он умер. Вроде бы даже известно от чего, но опять же точно никто сказать не может, потому что никто не видел, как он умер. Да, вроде бы как есть свидетельство о смерти. Мы не знаем, где он похоронен, не знаем, как он похоронен. То есть, ну, вроде бы кремировали. Ученицы Карлоса Кастанеды, 3 ученицы, тоже известные достаточно писательницы, вернее, 2 из них известные писательницы, которые тоже писали на тему учения Дона Хуана. Они вроде бы покончили жизнь самоубийством, да, после смерти Карлоса Кастанеды. Но, опять же, это ничего достоверно не известно. То есть мы не знаем, мы знаем о Кастанеде, ну, вроде бы точно можно сказать, только что он был женат и развелся, у него есть сын. Ну, или был сын, сейчас я не знаю, там что с ним случилось. Все, больше мы о нем ни черта не знаем, кроме того, что он стал известным писателем, он стал богатым человеком, он основал компанию Evergreen, которая занимается, которая до сих пор, кстати, существует. И все. Больше о нем неизвестно ничего. И когда там выходили какие-то фильмы, да, там журналистские расследования на тему Карлоса Кастанеды уже после его смерти, ну, для тех, кто читал книги Кастанеды и вдумчиво, да, думал над ними, эти видеофильмы это, ну, как бы что-то вроде кинокомедии, там, «Тупой еще тупее», да, там, «Эйс Вентура», вот в этом стиле, да, вот примерно так же это все выглядит. Почему? Потому что, как показывает анализ вот биографии Кастанеды, да, то, что о нем известно, вот то, что мы о нем ни черта не знаем, это как раз-таки следствие принципов, которые он исповедовал, и которые он описывал в своих книгах. Именно поэтому я очень внимательно читаю. Почему? Потому что, ну, если ты просто шарлатан, если ты просто жулик, и ты во все это не веришь, то жить ты будешь совсем по-другому, не так, как ты там пропагандируешь. Понимаете, да, там, когда какого-нибудь священника ловят с проститутками и с бухлом, да, с кокаином, да, ну, понятно, что это, в принципе, жулик, который там примазался к религии. Там, и когда там какой-нибудь сектант, да, там, морит своих последователей голодом, там, издевается над ними, а сам там, опять же, бухло, бабы и прочее, 5-10, мы опять же понимаем, что это жулик, да, который там создал какое-то лжеучение и для того, чтобы там удовлетворять свои потребности. Вот про Карлоса Кастанеду этого сказать нельзя. Почему? Потому что именно его образ жизни это как раз-таки то, что он описывает в своих книгах. Так вот, о чем я хотел поговорить сегодня. Первая тема это концепция дырявых горшков, которая описана в его книгах, ну, по крайней мере, в «Путешествии в Икслан», если память не изменяет. Что это подразумевает? В один из моментов, да, Карлос Кастанеда, общаясь со своим учителем Доном Хуаном, неважно, он вымышленный или реально существовавший, да, мы знаем только то, что описывает Кастанеда. Так вот, Дон Хуан объяснил Карлосу Кастанеде, что в магию невозможно практически попасть по своей воле. То есть Нагваль, да, то есть это маг, который там берет себе ученика, он должен завлечь ученика в учение обманом. Ну, как это выглядело? Да, все очень просто. Это, опять же, в самих книгах Кастанеды описано весьма наглядно. Вся первая книга, да, которая вот и вознесла Кастанеду на вершины славы, это и есть обман. То есть, грубо говоря, Карлос Кастанеда, он там прямым текстом пишет, что он интересовался лекарственными растениями.
Ему посоветовали Дона Хуана как там, специалиста по этим лекарственным растениям, да, индийским. Все. И потом он заинтересовался, что вот есть, оказывается, психоактивные растения, да, и Дон Хуан активно поддерживал этот интерес, там, своими кивоками, там, недомолвками и так далее. Вот они там, он учил его, как там курить этот кактус, там, еще что-нибудь, там, вернее, курить дурман, там, и, ну, кучу всего. А потом выяснилось, что все это делалось только для того, чтобы привлечь внимание Кастанеды, удержать его и завлечь его уже в практике, да, мистического рода, которые вообще никакого отношения не имели ко всей этой наркоте. То есть наркота это была просто приманка, на которую Кастанеда и купился. Так вот, и причиной вот такого странного поведения, что добровольцев мы в магию не берем. То есть если человек приходит и говорит, там, ну, к Дону Хуану, и я хочу учиться магии. Дон Хуан им говорит, иди далеко. То есть, почему? Странно. Да, при этом и сам Дон Хуан, и Карлос Кастанеда, они вот с такой изрядной долей печали говорили о том, что, скорее всего, на Карлосе Кастанеде линия магов, там, которая много веков существует, она прервется, потому что нет учеников. Странное поведение. У вас есть риск, что линия магов прервется, да, и вы, как бы, вместо того, чтобы набрать кучу народу, да, и учить их, вы начинаете там какие-то танцы с бубнами. Почему? И Дон Хуан объяснял Кастанеде, что доброволец, да, человек, который сам рвется в магию, это дырявый горшок. То есть вот дырявый горшок, да, сколько в него воды не наливай, из него вся вода выльется. И как это можно перевести на, скажем так, русский язык или понятный обычному человеку? Смотрите, давайте возьмем такую ситуацию. У нас есть обычный алкоголик. Там алкоголик Вася или алкоголик Петя. Петя там перебивается случайными заработками. Все деньги, которые он зарабатывает небольшие, он пропивает. Потому что он алкоголик. Теперь давайте представим такую ситуацию, что случается чудо. Петя или Вася, алкоголик, встречает своего друга, там, например, Вову. И Вова ему говорит, давай-ка я устрою тебя на работу, особо ничего делать не надо, но деньги будут хорошие. Все. Он его устраивает, и у Васи или у Пети алкоголика появляется куча денег. Что он начнет делать? Я думаю, ответ очевиден. Этот алкоголик начнет пить в промышленных масштабах. Почему? Потому что у него теперь есть деньги, ему ничто не мешает там заливать в себя бесконечное количество алкоголя. Вот это и есть состояние дырявого горшка. Что лежит в его основе? То есть и почему дырявый горшок, да, это вот, ну, как бы то, что не дает нам заниматься какими-то серьезными магическими или мистическими практиками. Вот если взять вот эту аналогию, да, горшок, дырка в нем и вода, то в качестве воды будет выступать то, что Кастанеда и там его сенсей, да, или Нагваль, Дон Хуан называли личной силой. Когда читаешь Кастанеду, там очень такое мутное описание, что же такое личная сила. То есть он ее так описывает, и как настроение описывает, и прочее, пятое, десятое. Я когда читал его, я тоже матерился, потому что, ну, непонятно ни черта. То есть вокруг этой личной силы все крутится, да, а он ничего там внятно сказать не может. И только когда я, позанимавшись определенными практиками совершенно из другой сферы, вышел на некоторые состояния, при очередном перечитывании Кастанеды я просто в этом невнятном описании опознал то, что, скажем так, получил совершенно другими способами. То есть личная сила, ну давайте опять же, переводя ее на язык, скажем так, понятный людям далеких от этой практики, это свободная энергия. Что такое свободная энергия? Это энергия, которая у вас не, скажем так, не потрачена ни на что, и которой вы можете распоряжаться по своему желанию. Хороший пример это, вот если сравнить, например, ребенка и взрослого человека, или, скажем так, или пожилого человека лучше. То есть, ну,
внучка и бабушка. Маленькая внучка и уже пожилая бабушка ее. Вот у внучки, если этот ребенок здоров, да, если он нормально развивается, это, ну, как 200 грамм взрывчатки, да, то есть это постоянно вот этот ребенок чем-то занят, он какое-то что-то ломает, что-то разбирает, куда-то бежит, да, там достает вопросами и так далее, и тому подобное. У него огромное количество энергии. То есть, причем огромное количество энергии, которое направлено на что? На изучение окружающего мира, наработку жизненного опыта. Да, и ребенок пока вот эту всю энергию не потратит, он не заснет, он не успокоится. То есть, поэтому в течение дня ребенка нужно хорошо умотать, чтобы он наконец-то заснул. То есть, у ребенка много энергии свободной, которая направлена, то есть, которую он может использовать, там, что-то сломать, что-то еще, что-то и так далее и тому подобное. У бабушки этой энергии уже нет. У нее та энергия, которая располагает ее тело, ее хватает на то, чтобы у нее внутренние органы худо-бедно работали. А бабушка там сходила в магазин, что-нибудь сделала и так далее. А вот, например, если бабушка это захочет что-то новое изучить, например, там, английский язык или еще что-то, ей будет очень тяжело, ей не будет хватать энергии. То есть у нее вот этой свободной энергии мало. Так вот, получается, вот эта свободная энергия, это та энергия, которая у нас не расписана. Это, если перевести, например, на денежную аналогию, вот те деньги, которые вот вы получаете зарплату каждый месяц, и к концу следующего месяца у вас эта зарплата уже заканчивается. То есть и тут вы получаете следующую зарплату. То есть вот эти деньги, которые у вас, которых вам хватает на месяц, это и есть вот та энергия, которая, ну, у вас расписана вся. Но если, предположим, вы берете и начинаете откладывать там на депозит деньги, накопить, у вас появляется кубышка. Вот эта кубышка, вот эта заначка, куда вы откладываете все свободные деньги, это и есть свободная энергия. То есть те деньги, которые вы можете потратить по своему желанию. Потому что вот те, которые вы тратите в течение месяца, там все расписано, да. Если вы не купите продукты, вы умрете с голоду. Если вы не заплатите там за коммунальные, вас выгонят из дома. И так далее и тому подобное. А вот деньги, которые вы накопили, вы их можете потратить как захотите. Можете пропить, можете купить на них что-то, да. Можете съездить куда-то, если хватает. Вот в концепции Кастанеды магия возможна только когда у тебя вот накапливается энергия, которая не расписана ни на что, то есть вот эта свободная энергия или личная сила. И самый хороший пример, вот если вы в своем субъективном опыте хотите найти состояние, в котором у вас было много вот этой свободной энергии или личной силы, то вспомните периоды, когда вам исключительно перло. Да, ну я извиняюсь за такой сленг, но вот бывают дни, когда вот вам везет, вот настроение хорошее, плюс еще вот все складывается удачно. Вы едете по улице, и везде зеленый светофор, да, вы на машине едете, вам не надо там тормозить, там, то все, ни одних пробок, ничего. На работу приходите, у вас там все получается, тут бах, вам еще премию выписывают, все, вот. Вот если вы это состояние вспомните, то это состояние приближено, да, или максимально похоже на то, что вы испытываете тогда, когда у вас много вот этой личной силы. И именно вот эта личная сила, она нужна для энергии. Для практики там магии, там каких-то, вот, то, к чему стремится Карлос Кастанеда. Так вот, какое отношение это имеет к концепции дырявых горшков? Смотрите, под дырявыми горшками подразумевается следующее. То есть, если вы испытываете добровольный интерес вот какой-то мистической практике, испытываете интерес к какой-то магической практике, там еще к чему-то и так далее, то это может говорить, почему? Потому что многие сейчас на свой счет начнут это принимать, обижаться, там, писать гневные комментарии внизу и так далее. Но вот я предлагаю просто подумать. Вот если вы испытываете, то задайте себе вопрос, а чего я не могу получить в этой жизни обычными средствами? То есть без всяких магических практик, без всяких там мистических, энергетических и так далее и тому подобное. То есть, когда, предположим, ко мне приходят и говорят: Сергей, научите меня, пожалуйста, вот работе с внутренней энергией. Я говорю: а зачем вам это нужно? Ну вот у меня вот такое заболевание, такое заболевание, такое заболевание. Врачи только рукой машут, говорят: ну вот, попейте таблетки и все больше. И так далее. Там понятно, человек
хочет выздороветь, но он не может, вот тем инструментарием, который у него есть, он не может этого сделать. И он начинает искать что? Выход какой-то. Да, и вот он услышал о энергии ЦИ, и услышал о том, что вроде бы я могу там, учу работать с этой внутренней энергией. Он надеется с помощью вот этого навыка, да, там, с помощью этой энергии ЦИ выздороветь. Это понятно. И, соответственно, перекладывая, да, на наш личный опыт, если мы испытываем интерес к каким-то там тайным практикам, которые подаются как тайны, эзотерические и прочее, то значит, есть что мы с помощью этих практик хотим получить что-то, что мы не можем с помощью повседневной деятельности получить. Понимаете? То есть вот это и есть вот та дырка в горшке. То есть это подразумевает, что в нашей личности есть какой-то, ну, я не скажу, что дефект, да, но есть какая-то особенность, которая делает нашу психику уязвимой. И мы пытаемся с помощью вот этих магических практик, любых нестандартных практик, это что угодно может быть, кстати, мы пытаемся этот изъян закрыть. Соответственно, вот этот изъян, вот этот дефект, если мы начинаем наращивать у себя количество вот этой личной силы, то этот изъян, этот дефект начинает что? Обостряться. И это просто-напросто опасно. То есть вот эта концепция дырявых горшков — это элементарная техника безопасности при работе с любыми практиками, которые увеличивают количество свободной энергии или личной силы. Вот среди инструкторов, которые преподают практики, которые стимулируют количество, ну, увеличивают количество энергии в организме, да, то есть, ну, вот я обычно это говорю так, что вот, ребята, вы у меня занимаетесь, да, вы совершаете определенные физические движения, в ответ на это ваш организм, он разгоняет немножко метаболизм. Мы во многом из-за этого занимаемся, у нас энергии становится больше. То же самое делают там, предположим, традиционные школы китайские ушу, да, там различные психосоматические практики, да, ну, если правильно заниматься, то у вас количество энергии становится больше, у вас уровень гормонов немного увеличивается, обмен веществ лучше становится, и появляется, ну, энергии становится больше. И вот, опять же, среди инструкторов, да, в узком кругу, есть такое выражение, что когда человек, например, начал заниматься цигун и стал вести себя как-то плохо, да, то это говорит не о том, что цигун плохой, это говорит о том, что у человека дурь была в голове исходно, а когда энергии стало больше, просто у этой дури появилась возможность реализоваться. До этого энергии не хватало. Понимаете, вот это и есть что? Вот это самая реализация вот этой концепции дырявого горшка. То есть, предположим, у человека хороший пример возьмем. Вы любите шоколад, вы любите пироженки, вы любите там, ну, сладкое все. Вы сладкоежка. Перенервничали на работе, пришли домой, скушали шоколадку, вам стало легко, вас отпустило. Поругались с подругой, скушали там пироженку, вас отпустило, вам легко стало. Отлично. И тут вдруг вы становитесь на весы и видите, что вес вырос, и это вообще какой-то ужас. Надо с этим что-то делать. И вот вы решаете, что вот я сейчас буду питаться здорово, да, то есть ограничение углеводов, безуглеводная диета, пойду сразу в фитнес-центр и, скажем так, ну, потому что правильно не просто, да, ограничивать рацион, но еще и увеличивать физические нагрузки. И вот вы начинаете вести абсолютно здоровый образ жизни. То есть вы следите за питанием, вы ходите в спортзал, все, проходит какое-то время, а потом вас вдруг прорывает. И вы бежите там в ближайший магазин, вы покупаете пироженку, да, тут вас приглашают на вечеринку, вы там начинаете жрать пельмени из тазика, заедая это урча майонезиком и запивая водкой. Все. И хана, и все, вот на этом заканчивается сразу и ваш здоровый образ питания, и здоровый образ жизни, да, то есть вы там наедаете еще больше себе килограмм, а потом сидите себя корите. То есть что это произошло? Грубо говоря, то есть почему вы ели это сладкое? Почему у вас от него зависимость? Потому что, да, у вас нет нормальных отработанных способов борьбы с психическим напряжением. То есть борьбы со стрессом. Вы не умеете никак
с этим стрессом бороться, кроме как заедая его сладким. То есть сладкое вы съели, у вас выброс дофамина произошел, в мозгу, да, возникло ощущение там какого-то благополучия. Все, вы успокоились. Но при этом, да, вы никак навыки борьбы со стрессом здоровые у себя не развивали. Тут вы начали что делать? Вы начали вести абсолютно здоровый образ жизни, энергии у вас больше, гормональный фон улучшился, эмоции стали сильнее, и, соответственно, когда вы живете своей жизнью, да, плюс ведете здоровый образ жизни, то есть стрессовые раздражители, они остались прежними. То есть, а с учетом того, что энергии у вас стало больше, реагируете вы сильнее, стресс сильнее. То есть дефект вылез, вот эта дырка в горшке. То есть чем больше энергии, тем сильнее вы реагируете на стресс. А с учетом того, что изъян в том, что вы не умеете с этим стрессом никак бороться, ни со слабым, ни сильным, кроме как кушая сладкое, жирное, соленое, острое, да, то вот он и идет закономерный срыв. И, соответственно, если бы вы не садились на эту диету, если бы вы не шли в спортзал, то, возможно, у вас бы не было такого жуткого срыва. Понимаете, да? То есть вот примерно то же самое происходит, когда человек, который имеет какие-то там неврозы, да, какие-то нерешенные проблемы, какие-то, ну, дефекты, изъяны личности, да, о которых я, кстати, буду говорить дальше на своем собственном примере. Он начинает искать какие-то практики мистические, которые решат в его жизни проблемы, которые вызваны вот этими самыми дефектами, неврозами и прочим, да, то он встает на очень скользкую дорожку. Почему? Потому что увеличивая количество свободной энергии, да, это одна из главных задач вообще в системе Кастанеды, он рискует что сделать? Он рискует обострить вот все эти внутренние противоречия и получить какую-то серьезную проблему. Ну, вы скажете, Сергей, ну вот если кастанедовские практики такие страшные, да, зачем ты вообще про них рассказываешь? Дело в том, что любая практика, которая увеличивает количество вашей энергии, она будет вести к этому же результату. То есть, ну, поскольку я там занимаюсь боевым искусством уже больше 25 лет, то есть я прекрасно знаю там много примеров инструкторов по боевым искусствам, которые на фоне, там, скажем так, когда они подбирались к пику своего мастерства, они внезапно спивались. Почему? Да по одной простой причине. То есть ты занимаешься физическими нагрузками, у тебя энергии много, гормонов много, есть дефект психики, который не позволяет тебе сбрасывать напряжение, ты не умеешь это делать. Все, садимся на стакан. Понимаете? То есть любая оздоровительная практика, любая, то есть все, любая деятельность полезна. Она может что, обострить вот этот самый дефект, который у вас есть. Понятно, да? Соответственно, какие выводы в свое время сделал из этого я для себя и к чему это привело? Первое мое знакомство с Кастанедой, оно случилось в 16 лет. Я прочитал его первую книгу, ничего не понял. И на несколько лет я про нее забыл. То есть где-то уже на третьем курсе медицинского института я опять столкнулся с его книгой, перечитал, у меня уже к тому времени был достаточно большой опыт, и внезапно кое-что стало становиться понятно. И только уже где-то в районе 25 лет, наверное, если не больше, когда я уже так изрядно был потрепан жизнью, во многом разочаровался, при очередном прочтении вот как раз до меня эта концепция дырявых горшков дошла. И я понял, что вся моя биоэнергетика, гипноз, там различные магические практики, дыхательные, шаманские и прочее, их задача, да, ну, в моем исполнении, была в том, чтобы перекрыть одну большую дыру в моей психике. Я не умел общаться. У меня были серьезные проблемы с коммуникацией, потому что я такой ядреный интроверт с некоторыми шизоидными замашками. И, скажем так, вот эта некоторая шизоидность, эта интроверсия, она приводила к тому, что я не знал, как говорить с людьми, что им говорить, как реагировать и прочее, 5-10. Поскольку человек это животное социальное, то есть я тоже нуждался в общении, возникла язва. И вот я всем этим занимался только для того, чтобы эту язву перекрыть. То есть представьте, да, ну, больше 10 лет, наверное, угробить на какую-то практику, да, на какую-то деятельность, не понять, что ты этим занимался, ну, как бы, непонятно зачем.
Соответственно, я сделал вывод, что если ты хочешь чем-то заниматься, если ты хочешь развиваться, двигаться, подниматься куда-то, то в первую очередь нужно заниматься чем? Тем, что вот эти дыры нужно заделать. То есть, грубо говоря, прежде чем изучать какую-то мистическую практику, ты должен научиться достигать того же самого результата без всякой мистической практики. Вот только тогда ты можешь ей заниматься. Соответственно, в моем исполнении это выглядело как? Я пошел, то есть я ушел из медицины и пошел в сферу продаж. То есть это вот работа, к которой я был не приспособлен от слова совсем. Почему? Потому что когда ты работаешь врачом, у тебя есть определенная броня. То есть если ты врач, ты как бы тебе навыки общения особо не нужны. То есть там общение между доктором и пациентом, оно строится по определенным правилам, и вот эти правила, скажем так, можно использовать как социальную броню. А когда ты занимаешься продажами, то у тебя никакой брони не остается. И ты вынужден либо научиться находить общий язык с другими людьми, либо, ну, ты далеко не уедешь. Плюс ко всему, если ты занимаешься продажами, ну, тебя этому еще и учат. Поэтому я пошел в сферу продаж и там учился коммуницировать. Продажником я не стал хорошим, но, тем не менее, общаться, поддерживать какое-то неформальное общение, находить контакт с людьми я научился. И внезапно побочным эффектом вот такой практики стало то, что какие-то необычные мистические, да, практики, эзотерические и так далее и тому подобное, они поперли. Почему? Потому что если раньше все, что я там пытался, какую-то энергию я пытался накопить в себе и так далее, оно все утекало через эту дырку. То есть моя практика, она была, по сути дела, бесполезна. Я набивал голову новыми знаниями, но нулевой, то есть практического выхлопа практически не было. А с того момента, как я эту язву закрыл у себя, вот эту дырку, внезапно эта энергия начала накапливаться, и эта энергия стала реализовываться. И ее, наконец-то, стало возможно использовать. Понимаете, да? В заключение давайте приведем еще несколько примеров вот таких дырок, которые могут печально закончиться. То есть, ну, самые такие опасные дырки — это психические заболевания, латентные. И психиатры, они очень неодобрительно смотрят на все любые мистические практики, трансовые практики и так далее и тому подобное. Почему? Потому что если у человека, предположим, есть предрасположенность, ну, к шизофрении, да, то вот это дырка, опять же, в горшке. То при попытке наполнить этот горшок водой, да, и дать там хотя бы небольшое давление, эту дырку прорвет. И таких примеров, к сожалению, много. Вот у меня был товарищ, к сожалению, был очень умный парень, светлая голова, и он очень глубоко увлекался астрологией. То есть вот как астролог он был замечательный. Но так сложилось, что вот практика, она обострила вот определенную предрасположенность, у него развилось, ну, то, что тогда называли маниакально-депрессивным психозом. То есть сначала, вот, причем только классические. То есть маниакальная фаза, когда человек расторможен там вовсю и так далее. И потом депрессивная фаза. А депрессивная фаза при этом заболевания она опасна чем? Суицидом. И, к сожалению, ну, то есть он пролечился, вроде бы все было нормально, но вот как-то там лет 10 назад я узнал, что все было нормально, он работал врачом и так далее. Ну, в один прекрасный момент вышел на балкон покурить, и с этого балкона вышел на улицу. То есть с 4-го этажа, и его с нами больше нет. Понятно, да? То есть это вот самые такие критические примеры, но таких уязвимостей их может быть очень много. Ну, например, если вы не уверены в себе, не уверены в своей значимости, то и нуждаетесь в одобрении кого-то, то, придя в такие практики, вы будете искать себе гуру. Да, человека, который будет вот, и себя вы будете оценивать, исходя из того, что чем более высокий, великий у вас гуру, тем более велики вы. Да, и опять же, ну, если вот в такой среде крутились, то вы таких людей, наверное, видели.
То есть это что? Опять же, тут виновата не практика, ну, просто человек не осознает то, что происходит у него, и его поведение изменяется влиянием, скажем так, особенностей его психики. Я не говорю, что это плохо, да, но это, это уводит вас непосредственно самой практики. И ну, вот таких людей, к сожалению, вот, по моему опыту, большинство, да, во всех этих мистических, энергетических практиках и так далее. Почему? Потому что и люди приходят решать какие-то свои проблемы, закрыть вот эту свою язву, да, какую-то особенность своей психики, которая не дает им нормально адаптироваться. Поэтому, ну, в моем понимании, серьезная практика, причем неважно, чем вы занимаетесь, занимаетесь ли вы оздоровлением, занимаетесь ли вы работой с внутренней энергией, занимаетесь ли вы уж совсем конкретной эзотерикой, мистикой и прочим, да, вы должны начинать всегда с решения своих собственных проблем. То есть самоанализа, поиска слабых сторон и развития этих слабых сторон вашей личности. Тогда ваша практика будет, во-первых, более успешной, во-вторых, более продуктивной. И самое главное, более безопасной. Эти же принципы, кстати, исповедуются и в практической психологии. Да? То есть, если вы, например, психотерапевт, то первое, с чего вы начинаете, с того, что вы решаете свои собственные проблемы. Да? Ну, при качественном обучении. И даже потом, когда вы уже имеете право на работу, имеете право на прием пациентов и так далее, в некоторых школах психотерапевты должны сами регулярно проходить психотерапию. Для чего? Для того, чтобы не решать свои собственные проблемы за счет пациентов, которые к ним приходят. То есть этот принцип, да, вот эта концепция дырявых горшков, она находит свое отражение, да, свою реализацию во многих системах, которые более-менее серьезно относятся к предмету. На этом на сегодня все. Если вам эта тема интересна, то есть вы хотите, чтобы я продолжал вот эту серию видео, почему? Потому что ну, я считаю, что это очень важно. Это важная информация, которую можно использовать с самого начала. Так вот, если вы хотите, чтобы видео продолжались, то об этом я могу узнать только одним способом. По количеству подписок, да, и по плюсикам под этим видео. То есть, хотите, ставим плюсик, подписываемся, задавайте вопросы, и тогда следующее видео я сниму в ближайшее время. Там мы поговорим с вами более подробно о уже непосредственно мифологии Карлоса Кастанеды. Почему? Потому что мифология это то, зачем многие как раз-таки приходят. Да, опять же, в мистику и так далее и тому подобное. И там мы затронем еще одну очень серьезную проблему, которую многие практики не учитывают. На сегодня все. Большое спасибо за внимание и до следующих встреч.